Что, все готовы? Ага. Ну, погнали. Ох, нифига тут снег идет. Пошли! Ребята, вперед! Лех, подожди, давай я, у тебя детей еще нет. Снегу уже навалило. Снегу-то много, уже в Нифига. Приехал он всех. Ловили, да? Здесь мелочь, а вон там я ставил флажки, Андрей. Вот там. Вот а здесь 5 метров было. Всем привет. Сегодня мы выбрались в один очень такой перспективный залив, в который добраться крайне тяжело. Вообще все наше Красноярское водохранилище, оно не так легко доступно для рыболовов, так как места, которые наиболее перспективны для рыбалки, находятся на большом удалении в гористой местности. И само водохранилище замерзает крайне долго, так как большая масса воды постоянно мешается, и лед встает только к середине января, и то не совсем безопасен для передвижения. Поэтому сегодня мы на подушке, на воздушной, которая, кстати, производится в городе Красноярск. Вот. Будем рыбачить, сейчас расставим жерлицы, у нас с собой живец. Добрались быстро довольно-таки, потому что у нее максимальная скорость. Я когда спросил у Димы, он мне сказал, ну я думал километров 60, он мне ответил 180, я был, конечно, шокирован. Чуть позже я сделаю краткий обзор этой лодки, но сейчас поехали. Для начала. Там как черпаком их или как-то выливать? Руками, ногами, как умеешь. О, дядь Боря, прям вообще благодарность. Ты мне сейчас воды одной нальешь, что ли? Все, иди. Че, реально руками? Ну, мы руками ловили. Ой-ой-ой, так ты тут просто. Все, мало? Подумай, кипела, видать. Видите, она вылилась вся. Вот такой живец у нас, ельчик сегодня. Дядь Боря наловил. Сколько штук? У нас тут по раздаче. Ладно, Димон, спасибо, что привез. Все, давай, счастливо. О, первый окунек. Да. О, Влад, первооткрыватель. Идет бригада.
Влад уже поймал. Вот они пошли. Ого, лед-то вообще тонюсенький. Чего себе. Ну, присыпать не буду, потому что тепло. Ну давай. Лех, у меня загар первый. Только что поставил. Живец сбил, может. Ну что, вот и первая щука. Есть. Есть. Блин, половина жерлиц только растаял. Блин, что-то хорошее. Что-то я стравлю. Что-то хорошо сначала поднималось. Вот что делать, а? Ой. Вот она! Ха-ха! Вот и первая щука. Блин, только поставил. И сразу же сработка. Ну что, друзья, вот с такой щуки мы начинаем. Поставил я примерно 7-ю жерлицу, и вот 8-ю начал выставлять, и она сработала ближайшая. Здесь русловая такая яма, речка, я так понимаю, потому что самые большие глубины. И вот такая красавица, ну здесь, наверное, двушки нет, но кило 800 железно, прям хорошенькая щучка. С собой всегда ношу зевник и экстрактор, ну, чтобы потом лишний раз не ходить. Если бы далеко сработало, я бы даже сразу живца, наверное, взял. Вот. Вон, елец уже в горле. Вообще, сразу глотать. Обратите внимание, крючок находится в спинке, и он в первую очередь попадает в горло. О, 2,100. Ну пусть 100 грамм снега, ну хотя вряд ли. Ну 2,100. Блин, нормально. Пушечка. Ну у меня вот такая конструкция жерлиц, довольно-таки крепкая. Здесь высокая ножка, потом у меня пойдут более маленькие ножки, потому что засыпать лунки не надо много, поэтому как бы, ну, не требуется это. Флажок яркий, видно в любую непогоду, очень правильный. Здесь кончик загнутый, чтобы не было проскальзываний, и всегда он срабатывал. Вот, катушечка, здесь как бы фрикцион, можно отрегулировать натяжение, но это в принципе не важно. Ну и самое главное, что здесь функция антибороды. То есть вот такой оборот делается, и как бы катушка не стреляла, у нас никогда петля не сбросится. Видите? Вот такая вот функция антибороды. Глубины идут где-то 5 метров. Первую я поставил где-то 3,5. Ну, будем пробовать разные глубины. 6, 7, 8. Именно 8 плюс оборот дополнительный для антибороды обеспечивает поднятие живца с этой катушкой примерно на метр, метр 20. Глубины меняются, коряги есть, чтобы живец плавал на неком удалении от этого всего и не запутывал. И щука, чтобы лучше видела. Живец у меня ельчик. Вот. Щука хватает его поперек и заглатывает головой вперед, поэтому целесообразнее вот именно в переднюю часть втыкать. Вот так вот. Половина тройников у меня, половина двойников.
Ельчик, все лучше окуня. А то у нас один окунь. Ну, парни тоже расставляются. Влад окуня ловит. Ну, тоже сейчас будет расставлять жерлицы. Да, погодка классная. И никого. Чистейшие просторы. Никого здесь не было. Класс. Так. Есть, да? Ага. Звенит. О, нормально. О, ребята, вторая, ну, чуть поменьше, кило 800. Ну, класс, тоже класс. Игорюха, поздравляю, ё-мо. Слабо, кстати, зацеплено. Да, еле-еле, да. Губу. Я не могу никак жерлицы выставить. Клюет и клюет. Две поклевки, и все происходят здесь вот на русловой канаве. У берега нет, нигде нет ничего вообще. Вот именно вот здесь жерлицы прям находятся рядом друг с дружкой. Поэтому оставшиеся жерлицы я брошу тоже в продолжение вот этого русла. Я думаю, мне еще повезет. Так, ну здесь вообще вода пошла опасно, тонкий лед. Вон, сразу же. Тут сантиметров 5 есть. Не более. И снова загарчик крутится. Надеюсь, ты заглатываешь. Ага, идет. Помочь. Облегчить. Опа. О, поднимается. Блин, живца надо было брать сразу. А возьмешь, не будет ничего. Ого! Ого! Какая борзая. Резкая. Вот она. Все, хорош. Хорош. Ребят, очередная. Ну, это чуть поменьше. Кило 800 может. Вот как у Игоря клюнула, такая же. Нормально? Друзья, я такое впервые вижу, чтобы щука взялась и просто держала живца. Видите, как я ее тащил? А крючок-то вот он. То есть она вообще не зацепилась, она просто вот его держала, схватила так сильно. Вот это да! Класс! Ах, вот это рыбалка! Еще 3 жерлицы выставлять, а уже 2 штучки взял. Ах, не зря приехали, блин. Но места труднодоступные. Спасибо технике. Вот. Это уже дело. Лёх, сколько метров у тебя? А у меня 8. Вот русло, походу, тут. А? Ну там, да, 6. Так, у Лехи сработка. Блин, только отнес щуку, и еще жерлица сработала. На этот раз Лехина. Ну что, теперь выход Алексея. Блин, я расставиться не могу. Клюет как бешеная. Класс народу. Есть? Есть. А у меня на ту не хватило живца. Да? Ты мне не дал больше? Так возьми, я ж тебя зову, иди. Ага, зови. Чаю попьем. Ну уж так легко по снегу. Слушай, ну я проставил.
Тихо, тихо. Да не надо, я ее так съеду. Смотри, они все стандартные здесь. Ну я тогда в том году больше ловил. Леха, ну поздравляю, первая щука на Спасибо. водохранилище. На водохранилище. Тихо, ты чё, за что? Чтоб ты Сразу теперь- фуры дизлайков. Блин, клюет как бешеная. Уже глотает? Заглотила. Вот, за нижнюю, Андрей, за нижнюю. Хорошо зацепил. О, все, спасибо. Где это, что это? А, самолет, да? Ну. Вот он. Вот он побольше. 200. Ты А, у тебя это контакт Ну, брал, да? ну. Вообще класс, блин. Нормально, да? Пока расставились, 4 поймали. Это первое, да, получается? Да, первый, ну. Видишь, на ямке стояла. И главное, сначала идет ровно. В лунку ударится и начала этот поводок. Она понимает, что такое. Ну, а сначала идет такая просто сама по себе. Фух, блин, чайку попить. Чего? Флажок встал. Где? А вон отсюда. Вон там, предпоследний. Так, у Алексея клюнула десятка. Стой! Стой! Лех, ну нафиг такую рыбалку. Не поесть, не, Надо лыжи. не поесть, не передохнуть. Хорошо ходить. Мотает, да? Немного мотануло, я видел. Лех, расскажи свои ощущения. Так-то классно. Когда с работы. Когда работает, да, жерлица? Когда ездишь и не клюет, а потом попадаешь в такое место, где приходится бегать, но она клюет. И это радует. Нету. Фига себе. Это первая холостая у нас. даже Смотри. выплевывать умеет живцов. Живет живой. Это окунь, Андрей. Крупный окунь. Видишь? Ну, скорее всего. Чешую, поэтому. А крючок не смог. Да, крючок, потому что Ну, большой. пусть, может заглотит. И живца задавил, ну. Фух, Замерз. не дают перекусить. Эти щуки Ах, куда привезли, да? эти щуки сошли с ума. Так и назовем видео. Вечером за руль. Ну, за рыбалку. Давай. Нормально. Приехали же все. Вот это мы расставились, 4 бахнули. Что-то я запарился. По снегу. Снег голубой. Снег глубокий, а там вообще, блин, вода. Это все каша. Ой. Где наш хлеб? Леха, хлеба на столе мало? Да. Или ты только свой ешь? Снег глубокий. Что-то не крутит. Фух. Вот надо всегда брать бутылку обычную, пластиковую, и в ней живца одного-двух носить. Я все так делаю. А с этим каном тяжко. Ну что ты, дальше пойдешь? Или не хочешь? Ну-ка. В сторону хорошо ушла. Хорошо ушла. И стоит, да? Подождем, пусть перевернет. О, пошла. Оп. Есть. Ну, такая же примерно. А, даже меньше. Щупачок. Килограммовочка. Щипак. Ну, вот была поменьше, я отпустил. Это килограммчик есть. Ух, реально щуки сходят с ума. А Влад говорит, что это только начало. В 5 часов здесь будет просто жесть. Она начинает активно кормиться. И мы забегаемся. Ой, хочется верить. Тяни! У Лехи сработка. Блин, еще одна горит. Ё-моё. Ай, я уже не успеваю. Друзья, наконец-то щука дала отдохнуть и немножко перекусить позволила. Вот, но жерлицы нормально стоят. А сейчас небольшой обзор сделаю вот этой офигенной техники, благодаря которой мы сегодня здесь, вот в этих дичайших местах, и проводим эту просто шикарную рыбалку. Итак, это аэролодка
смысл которой заключается в том, что главная движущая сила – это двигатель с винтом или вентилятором. И она двигает саму конструкцию на специализированных баллонах. А основной баллон разделен на 3 отсека. То есть они защищают, это предназначено для того, чтобы в случае пробития можно было все равно перемещаться на лодке к местам рыбалки и обратно. Помимо основных баллонов еще имеются дополнительные внизу, которые обеспечивают большую плавучесть лодки, потому что она используется и на воде для преодоления водных преград. И сегодня мы это наглядно посмотрели, сами убедились, потому что преодолевали и торосы ледяные, и по льду мы катились, и потом вышли на открытую воду, где плавали льдины, потом шли по воде. В общем, по открытой воде тоже обалденно. Винт здесь карбоновый, и стоит двигатель от Chevrolet Tahoe, по-моему, 430 лошадиных сил. Моща просто огромная. И максимальную скорость можно развить в пределах 180 км в час. Это лодка Север 750, что означает длину 7,5 метров. И имеется специальный такой привальный борт с привальным брусом. Он обеспечивает лучшую устойчивость при больших кренах. Тоже накачивается отдельно воздухом. Все баллоны защищены специальной чешуей, у которой толщина 5 мм. От различных ледяных торосов, от каких-то преград и так далее. Посередине находится кабина и багажное отделение, где можно размещать груз. Мы сегодня все сани сюда поставили, все наши принадлежности для рыбалки. И сами ехали в комфорте в самой кабине. В кабину мы сейчас попозже пойдем, посмотрим. Здесь вот примерно вот так вот все сделано, чтобы нога вставала. Видите, такая резиночка прикольная. Вообще качественно, офигеть. Это все алюминий, но смотрите, как классно покрашен. Тонировочка такая прикольная. Вот здесь видно вот эту чешую. Очень жесткая. То есть баллоны, проколоть, я думаю, просто нереально. Мощь. Здесь спереди лебедка имеется, специальная перила для того, чтобы держаться, привязывать вещи. Хозяин лодки сказал, что сюда можно мотособаку, даже снегоход разместить. Очень большое пространство. Сверху также имеется специальная полка, можно привязывать какие-то легкие вещи. Тонировка вообще классно. Лебедка, допустим, там на прицеп затаскивал, да, потом, к берегу, там вообще за место веревки, вот ты там подплыл, пришвартовался, просто подтянулся на лебедке. Она запитывается там от аккумуляторов, да? Да, она все подключена, там у тебя кнопка на панели, размотать, смотать. Здесь головное освещение, зеркала заднего вида, стеклоочистители. Так это открывается. Поверхность здесь специальная такая прорезиненная, с такими выступами. Не скользко, вообще не скользко. А здесь еще более мягкая резинка находится специально. Вообще, прям вот я ее продавливаю. Видите, как давится. Сверху у нас установлен люк. Но он больше не для того, чтобы вылазить, а открывается для проветривания. Итак, вот так вот закрывается дверца. И что мы имеем? Вот такой вот салон, выполнен весь в коже. Здесь такой мягкий, какой-то войлоко, прикольное вообще, затонировано полностью. Итак, давайте начнем по порядку. Сиденье водителя. Подлокотники регулируются, положение сидения регулируется, положение спинки тоже регулируется. Видите, еще техника совершенно новая, еще даже полиэтилен не снят, здесь ручка установлена. Управлять и достаточно несложно. Здесь руль, газ, все. Вот это и все твои рычаги. Газ, ни тормозов, ничего. Просто мощность двигателя добавляешь. Увеличиваются обороты и тяга увеличивается. И за счет этого ты рулишь тоже, получается, у тебя стоят киля. Если газ ты сбросил, руль повернул, у тебя руля нету. Только руль всегда за счет газа. Руль за счет газа. Чтобы поток воздуха был.
это, да? А здесь что за... Это у нас контролки, получается, там на перегрев, на ошибка двигателя, контрольные лампочки. Классно так все сделано, конечно, чувствуется, что очень качественно. И здесь все управление стеклоочистителями, печками, светом ближний и дальний и освещение. Освещение тоже в салоне имеется. У штурмана, так сказать, то же самое. Регулируются подлокотники, положение аналогично двигается. Тоже спинка регулируется, имеется специальный бардачок для личных вещей. Здесь ручки для того, чтобы держаться. У нас форточка открывается, отодвигается, дополнительная ручка. Здесь имеется бардачок. Вдоль всего борта также имеется вот такая вот полочка. Имеется здесь люк, но он полностью не открывается, он только для проветривания. Вот. И пассажирская, значит, зона. 7 пассажиров. Тоже все из кожи выполнено. Снизу удобные рундуки. Все на автоматике открываются. Полно можно сложить всяких полезных вещей. Вот. Главная фишка, что вот это все раскладывается в одно общее спальное место. Снимаются вот эти спинки, кладутся вот сюда и можно ночевать. Очень качественно сделано вообще. Здесь тоже дополнительные такие полочки. Что за отопитель? Вибаста. А, Вибаста стоит? Да, ну Нифига. вот, видишь, он работает. Ага. Там тепло. То есть, а он аккумулятор, от аккумулятора, да? Да, да, от Нифига себе. аккумулятора и бензина. Здесь у нас установлены 2 аккумулятора. Также они раздельно включаются, выключаются, 2 массы идут на каждый аккумулятор. Вот, допустим, она сейчас стоит у меня на одном аккумуляторе работает. Ага. Когда мы поедем, я 2 аккумулятора включу, они всегда будут заряжены. Да. Чтобы- Шевролет Тахоя и как Шевролет что еще? Камара? Так, ну погоди, ну раньше они на Камаро их использовали, сейчас, наверное, ну вообще раньше его ставили, да, 6.2 это, LS3. 430 лошадей, да? Да, 430 лошадей. Офигеть. Так как часто техника эксплуатируется зимой, очень много обдувов стекол. Вот, то есть печка вот сейчас Вибаста работает и тепло в салоне, хотя двигатель не запущен. Вот. Здесь тоже регулировки. Вот здесь у пассажиров тоже в ноги прям дует очень хорошо, же прям горячий воздух. Все регулируется. То есть все продумано, все прям сделано очень хорошо. У водителя аналогично подогрев идет вот здесь ног. Обшита передняя часть ковролином. Ну а на дне идет то же самое, такая прорезиненная рифленая штука. Тоже вообще не скользко на нем. Да, вещь, просто вещь. Друзья, ну вот я сделал такой мини-обзор, все, что знал, я рассказал. Но главное, я думаю, вы убедились, насколько эта техника универсальна и для воды, и для льда, и для тонкого льда, и по снегу она передвигается. Благодаря именно Северу 750К мы сегодня здесь, наслаждаемся природой, никого нет в округе и классной рыбалкой наслаждаемся, что самое главное. Только отошел отсюда, сработало. Ну что ж ты раньше-то, когда я здесь был? Блин, там вон дальше еще одна сработала. Ё-моё. Ё-моё, там вон еще горит. А что, Леха не видит, что ли? Ладно, сейчас бегаю. Так, тут что у нас? Опа. Есть. Есть. Ну, что-то небольшая. Килушка, наверное, какая-нибудь. Ого, ё-моё, нифига себе! Вот это окунь! Ни хера себе! Я первый раз в жизни вижу такого окуня. Ребята, вот это окунь, вот это конь! Я просто в шоке! Вот это конь! Это реальный конь просто! Заглотил все по самые жабры. Капец просто. Сработала самая дальняя жерлица. Сразу живца взял с собой.
А что-то не больно-то размотало. О, ушла в сторону, хорошо как. Че, попробуем. Выплюнула, что ли? Выплюнула. Смотри-ка, что. Возможно, это был окунь. Ну, это размотка. Ну, 2 метра размотала. Побольше даже, 2,5. Че же, не клюнула? Не сглотила. Ладно, бывает. Вот такой вот живец. Смотрите, как насаживаю, чтобы когда она глотала мордой вперед, крючок был сложенный вдоль тела, и она его не чувствовала. А уже когда тащишь, то она засекается. А это Влада сработанная жерлица. Вот обратите внимание, как плохо без антибороды. Видите, перехлестнулась леска. Возможно, щука уже почувствовала и ушла. Потому что тут все в натяг, все в натяг. Сейчас его подождем, он идет. Обрати внимание, видишь, у тебя как перехлестнулась леска. Я сейчас на кило окуня поймал на жерлице. Окунь? Вот такого здорового. Есть? Вот. Леха еле тащит, как обычно. Я устал бегать. Эти щуки сошли с ума. Они издеваются. Фига ты! Ты куда столько окунь-то? Клюет, мы ловим. Хороший? Да, Такой есть? нет. Это что, на живца, да? Да. Где я клюнул? Ну пока. вон, видишь, перевернутый жерлиц. А что там? Ты оторвал? Заглотил это глубоко. Сейчас буду Еще себе. доставать. Сколько ты его вешал, Андрей? Сейчас взвешу. Давай вешаем, мне кажется, клюнуло. Ну я не уверен, что килограмм есть в нем. Ну я думаю, Аккуратно в порежешь. районе этого, где-то 800 может грамм. Хотя я что-то занижаю последние дни показатели. О, смотри, кило. Я ж Кило тебе сказал. 200, нифига себе. Ну, кило. здорово. Кило 200, ё-моё. Ну 800. Я тебе говорю, он килошник будет. Вот. Его видно. Кило 140. 140. Ничего себе. Все замотало почти. Что, погнали? О, есть, есть. Что-то она ушла и вернулась, слабину в итоге сделала. Блин, плохо просек я. Ого, ого. Щука. Вот такая. О, ребята. Очередная, пусть небольшого затишья. Ну, такая. Кило 800 стандартная здесь. Я уже сбился со счету. О, нормально. Класс рыбалка. Я просто в шоке. Такого клёва я не ждал, не ожидал и вообще вряд ли, наверное, был у меня в жизни. И сразу же смотрю в округе, потому что уже сейчас может где-то гореть. Отец у Алексея, дядя Боря, молодец, живцов нас обеспечил. Если бы не он, блин, тяжко было бы. Здесь просто не успевал бы насаживать, ловить точнее. Так. Нет, тоже подушку, наверное. Ну, кило 800, да, скорее всего. Ага, Леха тоже поймал
Где-то килушку, полторашку. Так, ну я пошел туда, он там горит. Ох, такого клёва я еще не встречал. О, здесь фигня какая-то, вон за пластиковую зацепилась. За штуку пластиковую зацепилась и сопротивление. О, ушла хорошо. Понятно, понятно. Зацепилась и почувствовала сопротивление. Выплюнула. Вот заусенец был пластиковый. Не знаю, с чем он связан. Вот я его сейчас загнул. Я думаю, он больше не помешает. Ну ничего, бывает. Опыт растет. Алексей решил перед вечерним жором. О, живца нет. Вот он ходит. Я сейчас тоже, наверное, пойду. Потому что через час начнется самый пик активности. Будет темнеть. Кто-то просто на ощупь потрогает, проверит как бы его. Я предпочитаю все-таки прям полностью поднять, убедиться, что он прям живой и не перепутался. Главное, тройник, ну либо двойник. Вот, плавает нормально. Все, активный. Значит, это жерлица вполне перспективная для ловли. Оставляем ее. Еще такой интересный момент. Я всегда оставляю жерлицы в одинаковом направлении. Вот у нас лагерь, можно сказать, в той стороне. Я всегда направляю перпендикулярно. Потому что видно катушку кручения и лучше видно флаг, который срабатывает. Там половина рыбаков устали, уже слегли спать. В севере запустили вибаста, там тепло, хорошо. Ну, это больше водители, которые приехали. Все-таки дорога не ближняя, пришлось 4 часа ехать с Красноярска. Пусть отдыхают. Еще и обратно ехать. А вот и вечерние сработки начались. У меня на одной жерлице не было палки. Я срубил вот так вот. Поставил. И смотрите, смотрите как. Работает? Работает. Ну что, поехали? Есть. Что-то небольшое. Вот она. Вот она. За самый кончик. За кончик. Ну только взяла. Я боялся, что палку эту вырвет нафиг. Нормально. Нормально. Да, не зря все-таки я ее поставил. Нахимичил здесь. Но не зря у меня в дипломе инженер написано. Вот, щучку принес. Изобретение кило 100, кило 200. Да, не зря поставил, не зря. Хорошо. Блин, еще он сработало. Ё-моё. Так, началось. Сработало при мне. Ничего себе. Закрутилось. Сразу пошла. Вот при мне. Щелк. Ну, я так проконтролирую, чтобы она тут ничего не задела, не запуталась. Ну нет, четко работает. Жерлица. Все, встала, переворачивает живца. Все, перевернула.
И потихоньку начинает движение. Можно подсекать. Вот все, она пошла потихоньку. Может, зацепилась. Оп. Опа. Вот она. Опа. Тут нормальная. Нормальная. Ну, полторашка есть. Хорошая. Приятная щучка. Вот все. Живца не видать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, отпусти, отпусти, только не брыгайся сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин. Делаю одни и те же ошибки. Жизнь, походу, не учит меня. Да, как и ожидалось, начало вечереть и начались работки. Какая. Самец длинный. Класс. О, вечерочка пошла. Крутит, Лех, крутит. Свежак, да, поставил? Я сейчас двух взял. Там вообще не было, одна сработка. Взять окунишки, покрупнее. Ну, мелко, кило 100, кило 500 одна. Все раскрутило. Почти пару оборотов осталось. Что, пробуем? Да, почекай. Есть хорошая. Ну, здесь стандарт, да? Я в том году Да. ловил двушек здесь и Ну, больше. и больше? Да. Ну, что-то всего одна двушка сегодня. Может, вот это еще сопротивляется хорошо. Ну, горик не надо. Не, ничего. Так она хоть не видит. Хорошая, да? Нормально. Ух ты, блин, нифига себе. Выкинь свои поводки, блин, да я сниму Ничего себе. видео. Разогнул. Ну, хорошенькая, да, была? Прям. Да. Вот буквально за 20 минут 3 поклевки. Блин, чуть-чуть осталось. Ну, она, видишь, Вот я для этого лунку Она чищу, в лунку чтобы вошла. было это видно, где она, с какой стороны. Она в лунку Она, пошла. получается, вот так по кругу ходит. Она и- морда у нее появилась уже. Ну, почти, да. Этот разогнулся, видать. Она крупноватая. Видишь эти? Жалко, сдохнет, наверное, блин, если крючок остался. Какой крючок? Вот она Там- почему дальше не разматывала. А, еще и Петелька перехлестнулась. накинулась, и она засеклась. Но. Я не герой дня. Герой дня техника Север. Которая нас сюда доставила. Да, если бы не она. Спасибо. И осталось нам чуть-чуть, чтобы нас все обратно доставило. О, нормальный результат. Сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, 10-я, ну-ка давай клюй. Убежала. Да не, сейчас, кстати, должна еще бахнуть. И не одна даже. Блин, вот такую бы технику. Такие видосы были бы. Друзья, ну что, подошла к концу. Это незабываемая просто рыбалка. Такого клёва у меня в жизни не было. Благодаря вот этой технике мы добрались до вот этого места. Здесь можно ловить и ловить, и рыба, мне кажется, не кончается. И сами видите результат. Да, щука не крупная, до 2 килограмм, одна чуть больше 200. Вот. Окуня я поставил свой личный рекорд, кило 200. Окунь это просто монстр, просто обалденная. Вот. Ну и вообще было классно. А сколько было холостых поклевок, сколько было сходов. У Лехи разогнула застежку. Вот сейчас крайняя поклевка была. То есть вообще эмоции просто переполняют. Ну сейчас будем собираться потихоньку, прощаться с этим заливом. И я думаю, мы сюда еще вернемся. Не знаю, составит ли нам Дима компанию с этой техникой. Будем пробовать сюда на снегоходах пробраться. Это, в принципе, тоже реально. Но надо, чтобы встало водохранилище, потому что там еще вода. И чтобы лед был потолще. Потому что здесь прям лед 5-6 сантиметров. А местами даже такая полыни. Вот. Так что, если вам понравилось видео, ставьте обязательно палец вверх. Подписывайтесь на канал. И пока.
Вот уже собираю жерлицы, сработало. Так. Что дальше делаем? Увело в сторону сильно. Ну, чего ждать-то? Оп. Есть. Ого. Ого. Поднимается, поднимается. Поднимается. Вот она. Вот она. Такая же где-то два с чем-то. Наверное, 2200. Хорошенькая щучка. Вот. Сработала. И ночная раздача. Как, в принципе, и ожидалось. Класс рыбалка, ребята. Это просто мечта. 10 щук. Заглотила. Там, наверное, не увидите. Ребята, это просто нечто. Ну чё, поймали? Нет, тебя ждем. Опять дурака проваляли. А я поймал. Надо в клуб, а не искать. Капец просто. Почти я вообще в шоке. Что мы там дорогу сделали? Друзья, вы можете посмотреть другие видео на канале Сибирия. Не забывайте подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо за просмотр. Пока.